Привет, любители и профессионалы. Сегодня я покажу вам небольшой эксперимент в холодной ковке. Все как обычно, просто до безобразия, но забегая наперед, сразу скажу, что результатом я доволен на 100%. Поэтому многие мастера возьмут этот метод на вооружение, ну а кто-то извлечет из этого коммерческую прибыль, как это было уже с моим обратным завитком. Но идеями, ребята, пусть даже и самыми простыми, обязательно надо делиться. Поэтому сегодня день экспериментов, я все сделаю за вас и выдам готовый результат, ну а вы просто посмотрите и оцените ролик. А заодно и поймете, будете вы применять этот метод или нет. Еще, ребят, немного про холодную ковку. Про полнотелый квадрат и круг массовый потребитель уже давно забыл, а рублем голосую за профильную трубу. Это быстро, дешево и доступно, да и работать с ней может как начинающий, так и профессионал. Да и оборудование выбирается по карману от простого ручного станка до электрического. Правда, не стоит забывать, что при использовании профильной трубы есть огромный, можно сказать даже жирный минус. Это небольшое количество элементов, которые можно из нее сделать. Поэтому холодная ковка зачастую просто сводится к набору однотипных элементов. Поэтому, ребята, я уверен на 100%, что в сегодняшнее непростое время более конкурентен тот, у кого ассортимент и разнообразие завитков больше, чем у соседа. Ну а что касается сегодняшнего эксперимента, ребят, то у меня появился вот такой модуль для декоративного проката профильной трубы. Модуль этот компании Profi, многие им давно уже пользуются, поэтому никого этим не удивить. Позволяет он легко и быстро наносить вот такой вот рельеф на профильную трубу 4 видов. Но сегодня он нам понадобится немного для других целей, потому что экспериментировать мы будем вот с такой круглой трубой. И не торопитесь, ребят, переключать ролик. Как оказалось, труба это российского происхождения, хотя в Беларуси ее можно купить на любой металлобазе. Но самое интересное, что наши предприниматели не спят, и в продаже появилась ее удешевленная версия с толщиной стенки 1,2 мм. Так вот, именно с ней мы сегодня и будем экспериментировать. Посмотрим, что будет, если круглая засунуть в квадратное, как поведет себя труба после прокатки, что будет со швом при деформации, ну а также сделаем пробный выкрас. Поэтому для начала, как обычно, просто размечаем и начинаем резать на заготовке. И даже уже на этом этапе, ребят, мне немного стало поддавливать жаба. Ну а вдруг она себя поведет недостойно, эта труба, лопнет по шву или еще что-нибудь. Поэтому зачем резать сразу и портить 4 трубы, обойдемся пока что 2. Вообще, ребята, 1,2 режется как масло. Дальше устанавливаем сам модуль на станок Profi, и тут, я думаю, многие заноют. Ну а что делать, если у меня нету станка? Так вот, ребята, модули такие продаются даже в ручном исполнении. Крепится все это нехитрым способом, всего 2 болтами. Закручиваю их от руки. Я думаю, все будет в порядке. Включаем сам станок, ставим переключателю декоративное сдавливание и даем поработать немного, чтобы вдруг чего не закусило. Все работает чисто, без нареканий, поэтому первым впускаем в расход того, кого не жалко, самую короткую заготовку. Кстати, забыл упомянуть, что труба у нас холоднокатанная, шов, как видим, сбоку. На выходе, как видим, у нас получилась труба вот такого овального сечения, никуда ее не увело и не загнуло. Рисунок покажу чуть позже, а пока что пропускаю все оставшиеся заготовки. Ну что, ребята, на выходе у нас получилась вот такая красота. Результат меня очень радует. Каких-то видимых проблем пока что с этой худой трубой не возникло. Поэтому сейчас мы ее рассмотрим ближе и пристальней. Профиль у нас одинаковый по всей длине. Накатки с двух сторон вроде бы тоже одинаковые и хорошо просматриваются. Ну и со швом тоже все в порядке. Как видим, он выдержал даже там, где накатка шла ровно по его центру. Итак, продолжаем. Дальше пробуем замять на наших заготовках лапку. Результат, по-моему, получился на отлично. И тут же обозначились и первые плюсы использования круглой трубы с прокатом. Как видите, в отличие от прокатной профильной трубы, круглая позволяет сделать полную имитацию гусиной лапки. Я, ребят, совсем не против таких окончаний, но гусиная лапка почему-то нравится мне гораздо больше. А с прокрасом у нее гораздо меньше проблем.
Ну а дальше самая ответственная часть. Пробуем закрутить валюту и посмотрим, как поведет себя эта тонкостенная трубка. Ну а так как при нормальном раскладе эти валюты обязательно пригодятся, то и закругление гусиной лапки пропускать не будем. А можно, если аккуратно, и вот так. Ну а чтобы, ребята, тест был полный всесторонний, нам осталось только попробовать, как стыкуется теперь эта труба. И здесь все однозначно, никаких вопросов с правильно зарезанной трубой при стыковке возникать не будет. В общем, ребята, это не просто труба, а находка. Положительно во всех отношениях, никаких себе порванных швов, заломов, затыков. Просто идеал. Итак, ребята, самое время подводить итоги. Труба оказалась просто сказкой, несмотря на свою небольшую толщину. Ведет себя очень достойно. Я результатом доволен на 100%. Я, честно говоря, даже не ожидал, что будет так симпатично при прогоне через блок декоративного проката. Как видите, иногда можно использовать оборудование не по назначению, и хуже от этого не будет. Узор при этом получился ненавязчивый, очень хорошо прокрашиваемый, и легко стыкующийся, и самое главное, легко зачищаемый, в отличие от профильной трубы. Поэтому, ребята, мой вам совет. Ищите обязательно такую трубу у себя на металлобазах и применяйте в своих проектах. Я думаю, это обязательно выделит вас среди однотипных конкурентов. Плюс позволит уменьшить себестоимость. Что касается покраски, чтобы оценить все это дело под патины, к сожалению, не успеваю это сделать в ролике. Но не беда, в будущем наклевывается парочку симпатичных проектов, где я буду обязательно применять эту трубу именно в таком виде. Поэтому там мы все это и посмотрим. Ну а на сегодня, ребята, я думаю, пора заканчивать. Всем, кому понравилась идея, ставим лайки и дизлайки. Не забываем подписываться и обязательно комментировать. Прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья. Прорвемся.